Ребятишки, привет! А давайте-ка я вас сегодня научу готовить картофель по-французски, так называемый картофель гратан. Делается он, в принципе, очень просто, если знать как. Поэтому рассказываю. Во-первых, выбор картофеля. Картофель нам нужен мучнистый. Ну что такое мучнистый? Ну тот, который вот почистил его, он сразу становится черным. Вот это отличный картофель для этого дела. Тот картофель, который вот вы его сварили, он у вас разваривается. Вот такая разваристая картошка. Вот это тот самый картофель, который нам нужен. Второй немаловажный продукт – это сливки. Я беру, как правило, 30%. Можно сделать и более, точнее, менее калорийный вариант. Приготовить просто бешамель. Да, кстати, как бешамель делается, есть у меня на канале. Но делать его не таким густым, как у меня на канале, а немножко пожиже. Но я покажу на примере сливок. Картофель я уже подготовил. Вот такие вот, ну, тоненькие, тут даже, может быть, миллиметр. Примерно так я нарезал на терке Бердера, которая себя уже давным-давно оправдала. Покупал я ее больше 20 лет назад, еще в марках. 50 марок я отдал и не жалею ничуть. Так, ну вот это то, о чем я говорю. Сейчас, конечно, они немного дороже и стоят в евронах. Так что отличный вариант, не пожалейте денег, купите и будет вам на всю оставшуюся жизнь. Я надеюсь, что она не будет такой короткой, как его, но тем не менее. Так, ну что, переходим теперь к плите. Картофель я подготовил. Форму для выпекания картофеля я подготовил. Какая у вас форма, я не знаю, не могу сказать. Просто чтобы определиться, сколько картофеля вам нужно, сначала выберите для себя форму. Нарезайте картофель, укладывайте сюда, и вы увидите сколько. Ну, оставляйте примерно, ну вот так вот, с ноготь оставляйте, чтобы это у вас место не было занято картошкой. То есть не под самые помидоры, скажем так. Так, перехожу к плите и занимаюсь сливками. Сливки я уже вскипятил, слегка их пересолил, слегка. Это нужно для того, чтобы картофель просто больше не досаливать. В процессе варки у меня также вываривался розмарин, лавровый лист, тимьян, тертый свежий чеснок, черный перец и мускатный орех натертый. Все ингредиенты будут под видео, как всегда. Все мои приправы уже отдали аромат, и теперь мне нужно сливки загустить. Загущать я буду крахмалом. Здесь буквально у меня 2 столовые ложки, разбавленной холодной водой. Холодной. Добавляю чуть-чуть темпа на плите. И не сразу, потихоньку, чтобы я видел, насколько сливки загустились. Мне не нужно, чтобы они стояли колом. Нужно немного буквально, чтобы они не перекипали во время гратинирования в духовке. На случай, если вы все-таки умудритесь сливки загустить больше, чем это нужно, это не проблема. Пропускаем сливки через сито, и вот эти очищенные сливки погружным блендером прекрасно структура крахмала разбивается. Но нужно мне еще чуть-чуть, буквальненько. Все, готово. Но здесь, конечно, с моей колокольни легко объяснить, ну, примерно, чтобы сливки, ну как, давайте будем вот так вот показывать. Видите, рубец слегка затягивается чуть-чуть. Вот такая консистенция нам нужна, чтобы не сразу вот стекло как это, а вот именно так потихонечку. Вот примерно так. Так, идем на рабочую поверхность. Сито. Прогоняем сливки. И вот таким вот постукиваем можно спокойно пробить. Не обязательно делать это поварешкой. Все, готово. Теперь возьму себе в помощь весы, потому что я не знаю, сколько сливок мне понадобится на это количество картофеля. У меня здесь 900 грамм. Чтобы вы знали, сколько вам нужно. Пропорции дам в рецепте на 1 килограмм картофеля. Сейчас посмотрю, перемешаю, что мне покажет. Да, обратите внимание, что я специально взял миску немножко побольше, чтобы я мог картофель немного вот так вот поворачивать. Я это не делаю в той форме, в которой я буду запекать, чтобы не засрать ее просто раньше времени. Так, еще чуть-чуть. Вот, картофель должен обязательно плавать в сливках. Так, меня все устраивает. Это достаточное количество. На 900 грамм картофеля я добавил пол-литра сливок. Перекладываем в форму. Разравниваем. Ну вот, все отлично. Никакого сыра.
Если вы, конечно, хотите сделать с сыром, ну ради бога, сделайте с сыром, никто вас за это по рукам не ударит. Но вообще картофельный гратан делается без сыра. Отправляю теперь в духовку. У всех духовочки разные, поэтому ориентируйтесь на свою. Важно, чтобы температура была не очень высокая, чтобы сливки не начали вылетать у вас за борт формы. Поэтому я начну с температуры 160 градусов, вверх-вниз, без обдува. Сколько мне времени понадобится, я не знаю. Буду смотреть по результату. Результат сообщу. Поехали. Время 40 минут для начала. А там посмотрим. Ну вот, ребятишки, мой картофель по-французски готов. В общей сложности картофелю понадобилось 1 час 10 минут. После того, как картофель 40 минут готовился при температуре 160 градусов вверх-вниз, после этого я его переключил только на низ, потому что верхушка меня уже устраивала вполне, но картофель еще был сыроват. Вот он у меня при нижнем нагреве полностью сейчас приготовился. Как проверяется, готов или нет? Очень просто. Видите, нож входит как по маслу. То есть все, картофель у нас готов. В зависимости от сорта картошки, какой-то быстрее приготовится, какой-то, возможно, немного дольше. Тот же картофель, который не мучнистый, с ним тоже можно готовить, но просто времени будет занимать немного дольше. И температуру тогда нужно начинать, знаете, так, градусов со 130-140 и потихонечку готовить. Время, да, уйдет побольше, а так, в принципе, все нормально. Ну вот, в принципе, и все, ребятишки. То есть картошку по-французски я вас научил. Дерзайте. Всем хорошего настроения.